Один из случаев похищения пришельцами произошел в ноябре 1989 года в Манхэттене, штат Нью-Йорк. По утверждению Линды Наполитано, она была похищена из ее квартиры и доставлена в НЛО серыми. Там ее подвергли медицинскому обследованию. Обстоятельства этого события стали известны благодаря усилиям Бада Хопкинса. Элиот Бад Хопкинс родился 15 июня 1931 года. Был американским художником, писателем и уфологом. Он был выдающейся фигурой в феномене похищения инопланетянами и связанных с ним исследованиях НЛО. В 1989 году Хопкинс организовал на Манхэттене фонд Intruders Foundation для оказания поддержки предполагаемым жертвам похищения инопланетянами, проведения исследований и расследований, а также повышения осведомленности общественности об этом явлении. Организация перестала действовать после его смерти в 2011 году. Также в 1996 году была опубликована книга Хопкинса «Свидетели. Правдивая история похищений НЛО на Бруклинском мосту». В книге рассказывается о похищении, которое якобы произошло в конце 1989 года возле Бруклинского моста в Нью-Йорке. После события Линда почти ничего не помнила о том, что произошло. Иногда у нее возникали отрывочные воспоминания о моменте похищения и о помещении, в котором ее обследовали, но не более того. Целостная картина произошедшего была восстановлена с помощью регрессивного гипноза, свидетельских показаний и воспоминаний Линды, которые с течением времени вернулись. Примерно через год после фактического похищения Хопкинсу начали приходить письма от двух мужчин, которые утверждали, что видели похищение. Сначала Хопкинс сомневался в правдивости их сообщений, но полученные от них сведения помогли построить один из наиболее хорошо документированных отчетов о похищении людей пришельцами. Без каких-либо контактов с Наполитано их сообщения во всех аспектах подтверждали воспоминания Линды. Она не помнила, как они это сделали, но рассказала об ужасе, который пережила, когда заметила, что двое ее детей лежат неподвижно. Она подумала, что пришельцы убили их, но успокоилась, когда увидела, поднеся зеркало к лицу каждого из них, что они дышат. Они просто были без сознания и впоследствии ничего не помнили. Свидетелями этого похищения стали два телохранителя видного деятеля ООН Хавьера Переса де Куэльяра. Как они позже сообщили полиции, рано утром 30 ноября, находясь в машине, они увидели, как из окна своей квартиры в Манхэттене выплыла женщина и скрылась внутри НЛО, затем НЛО полетела к реке, погрузилась в нее и больше не появлялась. Свидетели пришли к выводу, что видели похищение и, скорее всего, убийство женщины инопланетянами. Собственные слова Наполитано. Линда, которой в то время было 41 год, описала часть своего испытания. «Я ни на чем не стою. И они поднимают меня до самого верха, над зданием. Ох, надеюсь, я не упаду. НЛО открывается почти как моллюск, а потом я внутри. Вижу скамейки, похожие на обычные скамейки. И они ведут меня по коридору. Двери открываются, как раздвижные двери. Внутри все эти огни и кнопки, и большой длинный стол». После опыта Линда почти не помнила того, что произошло. Время от времени она вспоминала краткий момент того, что произошло, но она могла вспомнить, как на самом деле ее забрали, и даже комнату, в которой ее осматривали, но не более того. Случай был объединен посредством регрессивного гипноза, показаний свидетелей и фактического времени, когда ее разум начал исцелять себя. Через год после фактического похищения Хопкинс начал получать почту от двух мужчин, которые утверждали, что видели похищение. Сначала Хопкинс подозревал их показания, но со временем их отчеты помогли бы превратить дело в одно из наиболее хорошо задокументированных похищений инопланетян в уфологии. Без какого-либо контакта с Наполитано их доклад во всех аспектах совпадал с воспоминаниями Линды. Хавьер Перес де Куэльяр. В конце концов, эти двое будут опознаны как телохранители старшего государственного деятеля Организации Объединенных Наций Хавьера Переса де Куэльяра, который посещал Манхэттен во время похищения. Телохранители утверждали, что Куэльяр был заметно потрясен, когда он наблюдал за похищением. Трое мужчин заявили, что они видели, как женщина плыла по воздуху вместе с тремя маленькими существами в большой летательный аппарат. Со временем появятся еще свидетели со своими рассказами о том, что они видели. Хопкинс не разглашал подробностей свидетельских показаний, пока не почувствовал, что дело было достаточно полным, чтобы обнародовать его. Один из самых ярких аккаунтов пришел от Джанет Кимбл, бывшего телефонного оператора на пенсии. Она также видела похищение,
но подумала, что смотрит фильм на съемочной площадке. Куэльяр помог Хопкинсу проверить подробности дела по переписке, но объяснил Хопкинсу, почему он не может обнародовать свои показания. Это всегда оставляло бы пробел в расследовании, хотя были и другие свидетели и рассказ Линды о ее ужасном испытании. Несмотря на некоторые взлеты и падения, Хопкинс, вероятно, сделал свою лучшую работу по объединению истории похищения Линды Наполитано. История получила продолжение, когда через 2 года в полицию обратилась женщина, рассказавшая, что ехала в ту ночь по Бруклинскому мосту. Вдруг у всех машин на мосту заглохли моторы, и находившиеся в них люди имели возможность наблюдать похищение Линды из ее квартиры. Женщина практически повторила рассказ 2 телохранителей. Однако никто из свидетелей не заявил об увиденном публично. Никто даже не вызвал полицию, как можно было бы ожидать, и в средствах массовой информации об этом случае ничего не сообщалось до того, как он внезапно всплыл на поверхность. Это один из немногих случаев похищения, в котором было столько свидетелей. Тем не менее, серьезно этим случаем до сих пор никто не занимался. Хавьер Перес да Куэльяр де ла Герра, перуанский дипломат. С 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года Хавьер Перес да Куэльяр был 5-м генеральным секретарем ООН. Непродолжительное время с 2000 по 2001 годы был премьер-министром страны. Хавьер Перес да Куэльяр стал работать в Министерстве международных отношений Перу с 1940 года, позже в 1944 году перешел на дипломатическую службу. Работал в посольствах Перу во Франции, Великобритании, Боливии и Бразилии. Кроме того, в 1971-1982 годах Хавьер Перес да Куэльяр возглавлял перуанскую делегацию в ООН.